you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании NF-Focus стоимостью $199. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с очень приятным минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется логотип компании, а также указано название этой модели, а именно NM25. И обязательно учтите, что эти наушники предназначены в первую очередь для того, чтобы обеспечить музыкантам звук студийного качества, будь то это мониторинг инструментов, вокала, микширование или какие-то аранжировки. И вот NM25 идеально подходит как раз для этих целей. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И сразу вам скажу, что эти наушники на раскачку довольно легкие. Но теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2-пин QDC и обычным штекером на 3,5 мм джек. Адаптер на 6,35 мм. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Ну и набор фирменных силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно небольшие, изготовлены полностью из авиационного алюминия, и за счет этого смотрятся, как по мне, они очень привлекательно. К тому же логотипы компании на лицевых панелях хорошо завершают их строгую и одновременно сдержанную концепцию их оформления. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2-пин для подключения кабеля, и рядом присутствует маркировка канала, а здесь находится первое отверстие для компенсации, а также дополнительно присутствует небольшой круглый логотип компании. Ну а здесь уже с помощью гравировки указано название этой модели, а именно NM25 монитор. А вот уже на внутренней части находится второе отверстие для компенсации. А длина звуковода у этих наушников составляет 5 мм, и он имеет диаметр 5 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. И конечно был защищен металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах просто потрясающие. Серьезно, друзья, когда я только решил их первый раз попробовать, я был просто поражен, насколько они вообще плотно прилегают к уху и обеспечивают отличную звукоизоляцию. Так еще и со стороны они совсем не выпирают из ушей, что не может не радовать, особенно уже в сравнении с более крупными и привычными мне гибридными наушниками. А вот кабель, конечно, у них с точки зрения аудиофилии довольно простоват, но благо при желании его можно заменить. Ну а приобрести динамические наушники NF-Focus NM25 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании NF-Focus на AliExpress, либо на их официальном сайте nffocus.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников NF-Focus NM25. И эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины. Но основной акцент в области верхней середины здесь четко следует цели Harman Target 2019, поскольку эти наушники настроены именно по Harman Target, но как всегда с небольшими изменениями. Притом обратите внимание, что относительно таргета высокие частоты у этих наушников слегка усиливаются после 6 кГц и лишь после уже плавно затухают. Хотя на мой слух, несмотря на вот этот даже слегка ранний здесь спад на графике, звучат они куда прозрачнее и воздушнее, чем можно было вообще себе представить. И вполне вероятно, что на это повлияла новая технология Clutter Trap 2.0, используемая в этих наушниках. Поэтому и звучат они нетипично для наушников с динамическим драйвером, очень быстро и технично. Но давайте, как всегда, обсудим лучше звучание этих наушников по порядку. Погнали!
Низкие частоты в наушниках NF Focus NM25 это точно не про басхедность, масштабность или излишнюю массивность, поскольку здесь бас подан максимально аккуратно, ровно и чисто и без попыток сделать звук тяжелее, чем он есть. Из первых минут сразу слышно, что низы здесь скорее техничные и контролируемые, чем приземленно мощные. Да, бас не уходит здесь супер глубоко, но он дает ровно столько, сколько нужно для фундамента, но без давления и без попытки доминировать над остальными диапазонами. И в своей подаче он собранный, быстрый и дисциплинированный, и четко держится в рамках композиции. И это хорошо слышно по его атаке, которая чистая и даже слегка резкая и практически моментальная, без вялости и без размазывания. Да и к тому же затухание тоже очень быстрое. Бас, так скажем, не зависает, не тянет как-то там окончание и не добавляет середине лишнего тепла. И как раз из-за этого звук остается таким легким и мониторно-суховатым, в хорошем смысле, благодаря чему каждая басовая партия читается отчетливо, текстура хорошо различима и при этом нет ощущения какой-то искусственной густоты или лишней добавленной массы. Да и к тому же мидбас здесь также максимально честный, он четкий, прозрачный и нацеленный именно на точность, а не на какие-то там сверхэмоции. Бас-гитара читается ровно, ударные звучат хлестко и никакой из инструментов не лезет излишне вперед. И здесь прям чувствуется, что акцент делался не на красивой и музыкальной подаче, а именно на контроле, скорости и аккуратности. И в итоге низкие частоты в NF Focus NM25 точно не пытаются удивить вас масштабом. Они не давят, не сгущают подачу, но зато дают вам очень точный и технически собранный фундамент, идеально подходящий как раз для мониторного характера этих наушников. А вот средние частоты в наушниках NF Focus NM25 это уже совсем другой подход. И если низкие частоты здесь сдержанные и дисциплинированные, то середина звучит легче, свободнее и ярче по энергетике. И именно эта легкость сразу бросается при первом прослушивании, поскольку вокалы и инструменты подаются так чисто и прозрачно, что создается вообще такое ощущение, как будто они получили дополнительного воздуха и даже такой некоторой открытости, что, поверьте мне, далеко не у всех динамических наушников встречается. И при этом середина не становится какой-то тонкой или излишне холодной. Она имеет правильную насыщенность, каждый звук слышен отчетливо, но без попыток что-то там искусственно подчеркнуть, а вокальные партии звучат естественно, уверенно и разборчиво, без выпячивания или дополнительного усиления, просто чисто и открыто, будь то там женский или мужской голос. А инструменты тоже сохраняют свою хорошую ясность. Гитары имеют аккуратный собранный щипок, струнные звучат прям прозрачно и легко, а клавишные не теряют свою форму и вес. И все это работает именно на быстрых переходных процессах, из-за чего середина в этих наушниках моментально реагирует на любые изменения и остается живой, подвижной и динамичной в своей подаче. Но все же главное, как по мне, это то, что вот эта чистота и воздушность не превращают звучание в слишком хирургичную и сухую аналитику. И здесь эта середина остается ровной, естественной, без излишней какой-то резкости и акцентов, и без попыток форсировать что-либо. Просто такая аккуратная, прозрачная и контролируемая подача. И в итоге средние частоты в NF Focus NM25 это про чистоту, прозрачность и энергию, где все звучит ровно, ясно и очень цельно. А вот высокие частоты в NF Focus NM25 это уже про максимум прозрачности, техничности и внимательности к микродеталям. Из первых секунд прослушивания сразу слышно, что верха здесь подчеркнуты, но при этом достаточно контролируемые, а благодаря легкой добавленной светлости вам становятся отчетливо слышны как послезвучие тарелок, так и легкие гармоники струн, движения смычка и едва заметные нюансы реверберации на фоне. И все это проявляется в этих наушниках очень ясно, но без какой-либо там дополнительной резкости. Но да, конечно, нужно учитывать, что высокие частоты безусловно остаются здесь на яркой стороне, но при этом я отмечу, что они излишне не выбиваются как-то из общей картины, поскольку все звучит всегда на выходе органично и ничего не выпрыгивает на первый план прям насильно. И даже в насыщенных и сложных треках с большим количеством инструментов микродетали остаются очень разборчивыми. Тарелки и перкуссия звучат четко и свободно, а высокие гармоники струн проявляются тонко, но уверенно. Но уже какие-то легкие шумы там от микрофона или различные шуршания на фоне не теряются, как, например, уже в темных наушниках.
наушниках. И вот именно такая подача, как по мне, и создает вот это ощущение полной свободы и открытости звучания, поскольку верх максимально такой прозрачный и техничный, но при этом сохраняется его музыкальная цельность и контроль, и вы буквально слышите каждый нюанс, но верха вас не утомляют, и работают именно на общую картину, делая звучание живым, динамичным и очень информативным. И в итоге высокие частоты в NF Focus NM25 это про яркость, прозрачность и техничность, когда каждая микродеталь слышна, звук остается структурированным, ясным и живым, а композиция воспринимается уже более цельной и полностью раскрытой. Ну а звуковая сцена в NF Focus NM25 это уже про свободу, открытость и очень хорошее разделение планов. Из первых минут прослушивания сразу ощущаешь, что каждый инструмент располагается на своем месте и легко различим. Ничего не сливается в кашу и все звучит раздельно, но при этом музыкально и цельно по восприятию. Глубина сцены здесь выполнена аккуратно, низ дает такой стабильный и очень ровный спокойный фундамент, а середина уверенно держит вокал и основные партии инструментов. Ну а верх добавляет прозрачность и открытость в подачу, но при этом ни одна партия не теряется. Ударные бас-гитара читаются четко, струнные и клавишные сохраняют форму и вес, и все это создает на выходе такое ощущение более полноценной сцены, где каждая деталь находится на своем месте. Ну а ширина сцены получилась именно умеренной, то есть она не чрезмерная, но при этом достаточно открытая, чтобы композиция ощущалась уже более просторной и живой, и каждый инструмент воспринимался уже более локализованным, но при этом сцена оставалась цельной, без ощущения какой-либо перегруженности. И это именно тот тип подачи, когда легко концентрироваться именно на музыке, слышать все нюансы и при этом получать удовольствие от прослушивания. И в итоге звуковая сцена в NF Focus NM25 получилась широкой, разборчивой и комфортной для прослушивания абсолютно любой музыки, создавая ощущение, что вы находитесь внутри композиции, а не просто слушаете ее со стороны. Ну а вывод у меня получился таков: NF Focus NM25 это действительно лучшие мониторные наушники, которые я когда-либо тестировал. Они дают невероятную прозрачность, контроль над каждым диапазоном и такое погружение в музыку, что каждый нюанс становится буквально осязаемым. И честно говоря, это настоящая редкость встретить сочетание такой точности, текстурности и эмоциональной отдачи в одной модели с одним динамическим драйвером. Если сейчас вы ищете настоящие мониторные внутриканальные наушники, то я думаю, что NM25 это то, что вам нужно. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке всем любителям такой подачи звучания. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.